Салют, друзья! Меня зовут Макс Юн, и вы на моем канале, посвященном ИСБ. Как вы видите, я все еще нахожусь в поисках формата. Я тестирую разные темы, смотрю за вашим интересом и откликом. Сегодня я хочу запустить еще одну новую рубрику. В ней я планирую рассказывать об историях топовых команд. Посмотрим, зайдет ли вам. И самым простым и логичным я вижу начать эту рубрику с истории команды «Старые друзья». Это моя команда. Она создавалась у меня на глазах, и ее историю я знаю лучше, чем историю других команд. Приступим. Старые друзья входят в топ-5 российских команд. Друзей регулярно можно увидеть на пьедесталах крупных российских и иностранных турниров. Команда дважды получала приглашение на Бугурт Прайм и в 2020 году завоевала 3-е место, одолев в тяжелейшем бою британскую White Company, одну из сильнейших команд мира. К финальному турниру сезона Бугурт-лиги 2019 команда подошла с одним из самых высоких коэффициентов побед и поражений – 89%. Бойцы команды регулярно получают приглашение в сборную России и выступают во всех номинациях на битве наций. Костяк команды – это старые опытные бойцы, а базирование в питерской школе ИСБ, на данный момент самая многочисленная и самая хорошо оснащенная школа ИСБ в России, позволяет привлекать молодых талантливых спортсменов, одновременно делая старых друзей командой с одним из наиболее многочисленных составов среди команд Бугурт-лиги. Нет, это все еще не рекламная интеграция питерской школы ИСБ. Теоретически команда может выступать на 3 разных турнирах в один день. Сейчас старые друзья крепко ассоциируются с Санкт-Петербургом и клубом Берн, но так было далеко не сразу. До 2014 года такой команды, как Старые друзья, не было. Однако было 2 другие команды примерно одного уровня. Оплот добра из Санкт-Петербурга, клуб ТО ПЛК, и южная команда с южным названием Персик, клуб Берн. Команды не раз встречались на ресталище, и сказать, что какая-то однозначно сильнее, было нельзя. То Персик побеждал, то Оплот добра. Команды не были топовыми, но и слабыми не были. И вот сезон 2014 года складывается для обеих команд не лучшим образом. Как-то так вышло, что по разным причинам обе команды потеряли часть бойцов. Травмы, семейные обстоятельства, просто жизнь. Причины были разные, но в итоге ни Оплот добра, ни Персик были не в состоянии выставить хотя бы минимальный состав. Конец 2014 года. Примерно 28 октября. Константин Ведяшкин из команды Персик думает, что делать дальше, где собирать бойцов на следующий сезон. Узнав, что в Оплоте ровно такие же проблемы, он, недолго думая, звонит Алексею Найдерову и Юрию Самойлову с, пожалуй, самым неожиданным, но если задуматься, достаточно логичным предложением. Мы 2 хорошие команды, которые принципиально зарубаются уже много лет и не могут выяснить, кто круче. Возможно, объединившись, мы станем сильнее и лучше, и наконец сможем претендовать на место в топе. Даже есть ироничное название, отражающее наши долгие взаимоотношения – «Старые друзья». Команда должна была позиционироваться как двуклубная, с равным количеством бойцов из каждого клуба. В те времена максимальный размер команды был определен как 8 человек. Таким образом, в состав должно было войти 4 бойца из Оплота добра и 4 бойца из Персика. В первый состав вошли от Персика Константин Ведяшкин, Артем Неустроев, Григорий Блонский и Роман Кузяков. От Оплота добра Алексей Найдеров, Анатолий Панков, Евгений Агеев и я, Максим Юн. Сейчас небольшой дисклеймер. Ребят, где-то в каких-то фактах я могу путаться. Дело в том, что при подготовке к этому ролику, когда я писал сценарий, я сам очень много вспоминал и беседовал с ребятами из команды. Но мы так и не смогли вспомнить версию, которую помнили бы все. Где-то в каких-то деталях все помнят немного по-разному. Казалось бы, это все было не так уж и давно, всего лишь 5 лет назад, но, видимо, мы просто много получали по голове. Уже первый наш сезон показал, что решение было правильным. Объединение пошло на пользу. На первом для команды Продари, так тогда назывался финальный турнир отборочного цикла в сборную России, старые друзья прошли через всех тех, кто раньше был непреодолим или почти непреодолим. Споткнулись с Медвежьей 5. Она тогда не была сильнейшей командой мира, но была очень сильной, второй по силе в Берне. Это важный бой в истории команды. По предварительной внутренней договоренности, берновская половина команды не могла сражаться против других берновских команд. В итоге лишь 4 человека из старых друзей вышли на ресталище. Бойцы Медвежьей Пяди, известные своим джентльменским поведением, тоже вышли вчетвером. Бой был проигран, но один раунд мы все-таки взяли уверенно. Этот бой важен по 2 причинам. Первое. Стало понятно, что у команды есть большой потенциал, ведь даже половина команды без замен смогла дать очень хороший бой заведомо более сильному сопернику. И второе. Так больше делать нельзя. Либо мы все деремся, либо никто. Дальше была первая заграничная поездка команды.
Август 2015 года, турнир в Муроле, Франция. Старые друзья были настолько уверены в себе, что заявили сразу две подгруппы, в одной из которых дрались вне зачета. Просто очень хотелось драться. На том турнире в качестве легионера к нам присоединился Юрий Самойлов. И, проходя одного противника за другим, старые друзья безоговорочно завоевали золото. Этот турнир еще вот почему важен. Это был первый раз, когда бойцы ТО ПЛК надели на себя берновские коты. У Толика был какой-то очень пипец разорванный доспех, его не хотели никуда пускать, а у Кости, у Чубаки оказалась кота. Толик ее надел и выпустили. А я решил поэкспериментировать и выйти в турнир щит-меч вообще без бригантины. Но так как у меня кота не было, потому что татарского доспеха просто, нет кота, я накинул тоже берновскую коту. Так вот, еще год назад сама мысль о том, что боец ПЛК может накинуть на себя берновскую коту, была вообще неприемлема. Ну а теперь мы их надели без всякой рефлексии. Всего через 2 месяца старые друзья сражаются на турнире в Бельмонте, в Испании. Этот турнир стал настоящей проверкой на прочность для новой команды. Там мы впервые встретились с американскими противниками, а точнее с сильнейшей на тот момент американской командой Iron Phoenix. В одном из прошлых роликов я говорил, что мне нравится стиль американских команд. Они удачно сочетают высокую ударную мощь с маневренностью, которую не ожидаешь от таких рослых и тяжелых бойцов. Турнир проходил в 2 дня. Первый – бои в подгруппах, второй день – бои на вылет. Свою подгруппу старые друзья прошли легко, хотя встретились с достаточно сильными соперниками. Скажем, английская Battle Heritage, на тот момент сильнейшая команда Великобритании. За работой Iron Phoenix мы могли наблюдать лишь со стороны. В бою с Партизаном 1, который тоже участвовал в этом турнире, они проиграли, но уже там было видно, насколько они сильны и маневренны. Алексей Найдеров обратил мое внимание на, как он выразился, легкого забегающего американской команды, который на следующий день должен был стать моей проблемой. Я ему отвечаю: Леша, этот мужик весит килограмм 90, а передвигается не хуже меня. Он легкий только в сравнении с остальными огромными американцами. Мне с ним вообще что делать? Ночь прошла в раздумьях и изобретении тактик, которые помогли бы нам на следующий день победить этих крутых американцев. Я уже не помню, что именно мы придумали. Но на следующий день мы встретились в бою с фениксами. И черт возьми, это был чудовищно сложный бой. Мне кажется, он был бесконечным. Первый раунд – ничья. Команды по-настоящему равны. Второй раунд. Евгений Агеев сносит американца, но допускает ошибку, его самого сбивают с ног. Раунд забирают американцы. Третий раунд. Я проигрываю в единоборстве здоровенному Фениксу, но Александр Беляков оформляет 2 фрагов, и дальше мы реализуем преимущество. Третий раунд за нами. По итогам 3 раундов ничья. Четвертый раунд, последний. Так думали мы, так наверняка думали и американцы, но нет. Опять ничья, все бойцы на земле. Впереди 5-й раунд. Я делаю одного чистого фрага, размениваюсь с еще одним американцем, надеюсь, что это поможет. Это помогло. Евгений Агеев с помощью своей тяжеленной алебарды реализует преимущество, и мы наконец побеждаем в этом тяжелом 5-раундовом бою. Черт возьми, как же это было тяжело. Как же бесконечно долго тянулись эти 5 раундов. Но все закончилось. Мы вернулись в зону отдыха, начали снимать доспехи. Но подходит маршал и говорит, чтобы мы не торопились, потому что есть шанс, что нам придется драться еще раз. Потому что американцы, сюрприз-сюрприз, подали апелляцию на что-то. Не стоит ли напоминать, насколько американцы любят апелляции? В итоге 30 минут ожидания в доспехах, апелляция удовлетворена. Перебой. 3-2. И слава богу, преимущество на нашей стороне. Но у нас один тяжеленный Алексей Найдеров и 2 легковеса, я и не устроив. А с той стороны 2 здоровенных тяжа, причем один из которых резкий и быстрый, как... вы поняли. В итоге на поле 5 смертельно уставших человек. Мы втроем пытаемся окружить 2 американцев. Те маневрируют. В итоге у одного из них не выдерживают нервы, он кидается на меня, пытается меня бросить. Мы кружим с ним по полю, я делаю контрбросок, и мы побеждаем. Нет. Оказывается, я коснулся щитом земли. Еще один перебой. 2 в 1. И Алексей Найдеров, Брю, принимает единственное верное решение. Он разменивается с огромным американцем и на ногах остается только Неустроев. Вот теперь точно победа. Мы опять снимаем доспехи, а американцы опять подают апелляцию. Нет, серьезно, они хотят еще и 8-й раунд? Но, слава богу, маршал эту апелляцию не удовлетворяют. Я по сей день считаю, что это один из самых сложных и самых интересных боев в истории команды «Старые друзья». И медаль за тот турнир – одна из самых ценных в моей копилке. Таков был первый сезон для команды, по итогам которого стало понятно – «Старые друзья» – явление невременное. Знаете, говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Из-за различных неприятных обстоятельств российский чемпионат потерял 2 неплохие команды, зато обрел 1 отличную. Кроме того, целый сезон тесного общения показал, что бойцы из ПЛК и бойцы из Берна имеют куда больше общего, чем они думали. Общие взгляды на жизнь, тренировки, бои. Парни из того другого клуба перестали быть безликими, демонизированными соперниками. Они стали партнерами, с которыми ты делишь
пот и боль на ресталище. И самое главное, они стали друзьями. Людьми, с которыми ты путешествуешь вместе, тусуешься, смеешься. Людьми, у которых ты можешь остаться на ночь. Людьми, которые готовы тебе помочь и в той другой реальной жизни, которая за ресталищем. Как итог, ТО ПЛК входит в состав клуба Берн. Бывшие непримиримые соперники объединяются и становятся сильнее. Впереди было еще много сезонов, удачных и не очень. Старые друзья брали первые призовые места на турнирах в Италии, Испании, Франции, Германии, Нидерландах, Эстонии, Финляндии, Китае. Мне вообще кажется, что старые друзья – это единственная российская команда, которая выступала в Китае. Но были турниры, где старые друзья даже не выходили из-под группы. Или выходили из нее, только чтобы вылететь в первом же круге плей-офф. Сейчас старые друзья – это целиком питерская команда. Последним не питерским бойцом в команде был ростовчанин Константин Ведяшкин. Человек, который был одним из главных вдохновителей команды. На сезон 2020 Костя взял перерыв. Надеюсь, он еще вернется. Именно он придумал название, видя которое в заявочных списках на турнир соперники понимают. Это не будет легкой прогулкой. Старые друзья не самая сильная команда, но одна из. Почти каждая команда мирового топа хоть раз, но была бита старыми друзьями. Я думаю, что это делает команду достаточно интересной для зрителя. За старых друзей легко и приятно переживать, ведь никогда не знаешь, как они выступят на этот раз. Сами про себя мы шутим, что второе название нашей команды – «Почти». Если вы понимаете, о чем я. На этом я заканчиваю свой рассказ о команде «Старые друзья». Напишите в комментариях, как вам вообще такой формат, интересно ли было бы вам знать про другие команды. Подписывайтесь, жмите колокольчики, ставьте лайки, активничайте в комментариях. Пишите на WhatsApp, Telegram, ВКонтакте, Facebook, TikTok, KakaoTalk, какие там еще мессенджеры. Пока, друзья. Удачи в боях и в жизни. Позволяет привлекать молодых талантливых бойцов, одновременно делая команду до 2014 года. Сложный язык, да? 2014. 2014. До 2014. Окей, до 2014 года. Давай. До 2014 года, конец 2014 года. Конец 2014 года. На первом для команды в итоге только 3. Они стали партнерами, с которыми ты делишь полибот на ресторан. Полибот? Полибот. Как итог. В Нидерландах. Где-то там еще какие-то страны. Ага. Как итог, ТО ПЛК входит в состав клуба Берн. Как итог, сука. Мне кажется, на полноценный бит хватит этого. Как итог, сложно сказать. 2000. Полибот на ресторан. Полибот. Как итог,